Добрый день, дорогие друзья! За окном идет дождь, звучат приятные звуки падающих капель, природа получает живительную влагу, звучат медитативные звуки. Самое время немножечко поучиться и сосредоточиться на новых знаниях. Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти, мини-влоги о моей жизни и даже приятное и позитивное общение в чате вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Сегодня мы узнаем, зачем умершие периодически являются живущим в своем прижизненном облике, как призраки, как это объясняется и что стоит за этим феноменом. Со всего мира на протяжении столетий, а если хорошо покопаться в исторических источниках, то выяснится, что и на протяжении тысячелетий поступают отчеты о коммуникациях с материализовавшимися усопшими. Умерший человек предстает перед живущим, и тот может увидеть его собственными глазами, поговорить с ним, узнать, как у него дела, в ряде случаев даже потрогать. Это называется материализация, или по-народному призрак. Материализации бывают медиумическими и спонтанными. Медиумические материализации происходят, когда образы ушедших на тот свет людей появляются в присутствии медиума или экстрасенса, обладателя определенных психических способностей, о которых подробно мы говорили в предыдущих лекциях и наших книгах «Жизнь после жизни есть, я знаю». Спонтанные материализации могут случиться с любым человеком, потерявшим родного, любимого или близкого. Сегодня этот вид коммуникации с потусторонним миром известен как посмертные коммуникации. Также материализации могут быть полными и частичными. Полная материализация – это когда мертвый появляется перед живущим в своем привычном и полноценном прижизненном облике, целым телом с двумя руками, ногами, туловищем, головой и лицом. Частичная материализация может выражаться в появлении, например, одной головы или одной руки, размытого лица, верхней части тела, бесформенного облака говорящего или передающего мысли тумана, отпечатков рук на окнах и зеркалах и так далее. В нашей книге «Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептиков в потусторонний мир» я очень подробно рассказывал, как Паша, младший брат моей самой родной и близкой души, Дани, с которым постоянные зрители нашего канала уже знакомы, увидел его образ на следующий день после его ухода на тот свет. Собственно, именно с Пашей и началась череда удивительных и невероятных событий, сначала заставивших задуматься, а затем доказавших мне и моей семье, что жизнь после смерти биологического тела определенно продолжается. Анализируя происходящие в моей жизни события, я пришел к выводу, что, похоже, в моем роду присутствуют определенные психические способности. Моя мама, когда была жива, рассказывала удивительную историю о том, что одна ее родственница слыла ведуньей и однажды попыталась передать ей свои способности. Она позвала маму к себе, а при встрече сказала несколько непонятных для мамы слов и попросила повторить их. Мама ничего не поняла, попросила сказать слова еще раз, на что родственница махнула рукой и сказала: «Забудь, в тебе способностей нет». Так экстрасенсорная карьера моей мамы и закончилась, не начавшись. Когда я был маленьким, я каким-то образом умел снимать боль, водя руками над больным местом тела того или иного человека. Головная боль проходила полностью. Желудочная боль, боли от язв, боли в суставах и костях сильно притуплялись.
Для меня это было своеобразной игрой, а для людей удивительным и непонятным явлением. Сначала я снимал боль отцу и матери, затем гостям, приходившим в наш дом. Потом молва обо мне разнеслась по дому и улице. Стали приходить соседи. Мама заметила, что после того, как я проводил сеанс манипуляций руками, у меня под глазами появлялись огромные синяки, я вырубался и спал по 20 часов кряду. Она испугалась и строго-настрого запретила мне заниматься этими манипуляциями, а также пресекала любые просьбы гостей и соседей подивиться на чудо ребенка и снять им боль. Ранее я рассказывал вам, как, будучи уже 40-летним человеком, совершенно случайно встретил поразительную женщину, прошедшую через клиническую смерть трижды. 3 раза она гостила с визитом на том свете и вернулась оттуда с даром лечить людей руками. Она стала остеопатом и уже на протяжении 30 лет занимается реализацией своих талантов и помощью людям. Больше всего ей нравится помогать детям-инвалидам на некоммерческой основе. В нашей с ней беседе я поделился информацией о том, что чем-то подобным занимался в детстве, но потом из-за запрета мамы утратил свои способности и забыл, как это делается. Женщина внимательно посмотрела на меня, прикоснулась ко мне и сказала: «Ты ничего не забыл и не утратил. Просто начни этим заниматься снова. Это как ездить на велосипеде. Способности понемногу вернутся, как только ты начнешь их использовать». Было множество и других невероятных случаев, намекающих на присутствие разного рода экстрасенсорики в моей жизни, рассказ о которых я в этой лекции приводить не буду, чтобы не перегружать и без того утомленных потоком сложно осознаваемой информации слушателей. Вернемся к главному. Коммуникация с духом Дани, через которую прошел Паша, стала логичным дополнением череды этих удивительных событий, указывающих на наличие в нашей семье какого-то психического дара. Примечательно, что подобные посмертные коммуникации вовсе не редкость. В современных научных исследованиях и собранной статистике утверждается, что более 50% потерявших своих любимых людей тем или иным образом коммуницируют с ними после их смерти. Количество вдов, испытывающих тот или иной вид посмертной коммуникации со своими мужьями, так и вовсе составляет более 60%. Разумеется, такие цифры сами по себе наглядно доказывают. Предположение скептиков о том, что тот, кто видит мертвых, всего лишь галлюцинирует на почве горя, сошел с ума, фантазирует или лжет, абсолютно несостоятельны. Материализации в этом массиве далеко не редкость. Многие, на время разделенные со своими родными и близкими так называемой смертью, рассказывают о том, что они являлись к ним в своем привычном образе и сообщали ту или иную информацию. Описания таких визитов во многом совпадают, и такие совпадения в очередной раз становятся железными доказательствами истинности явления. Ушедшие на тот свет чаще всего предстают перед живущими помолодевшими, пышущими здоровьем, веселыми и радостными. Это очень логично, потому что, как известно, дух человека всегда молод, несмотря на возраст по паспорту, а именно духом люди после смерти биологического тела и являются. Они сообщают о том, что у них все хорошо, что они теперь живут в прекрасном месте, где ждут своих еще живущих любимых. Они рассказывают о том, что тот свет очень похож на наш мир, что там есть города, поселки, дома, плотные тела обитателей, животные, дороги, леса, поля, школы, больницы, библиотеки, моря, океаны, разнообразные занятия и почти все остальное, к чему мы привыкли по жизни в мире земном. Иногда материализовавшиеся умершие просят прощения за свои земные поступки и почти всегда предлагают не торопиться, ведь время встречи рано или поздно в любом случае придет и воссоединение состоится. А вот очень важный отрезок вечного существования, физическую жизнь, хорошо бы потратить с максимальной пользой для себя
и круга своих близких душ, с которыми мы всегда работаем в команде. Таким образом, мы видим, что материализации сообщают о жизни после жизни то же самое, что рассказывают и другие вернувшиеся из потустороннего мира. Медиумы, экстрасенсы, йоги, сновидцы, внетелесные путешественники, люди, оказавшиеся перед лицом неминуемой смерти, пациенты больниц, прошедшие через клиническую смерть и другие. Очень важно понимать, что в материализациях нет совершенно ничего страшного, несмотря на то, что разнообразные глупые фильмы ужасов, городские легенды и народный фольклор и пытаются убедить нас в обратном, запугать чуть ли не до смерти и отвернуть нас от умерших. Кстати, основная причина того, что мертвые с их благой вестью не являются каждому, как раз и состоит в запредельном уровне страхов абсолютного большинства людей перед потусторонним. На самом же деле бояться нечего. И чем быстрее человечество поймет это, тем быстрее все на Земле и начнет налаживаться. Главный же тезис, передающийся с того света информации, состоит в том, что нас очень любят, ждут, помнят и помогают в нашей очень важной задаче за время земной жизни обрести как можно больше духовных знаний, научиться безусловно любить и прощать. Наши ушедшие на тот свет родные и любимые хотят поделиться с нами утешительным знанием о том, что жизнь после жизни продолжается, и она несравнимо лучше того непростого опыта, который мы проходим на земле. Они отправляют нам свою поддержку, божественный исцеляющий свет и уверенное послание о том, что разлука не навсегда. Однажды мы снова встретимся и будем вместе. Не сомневайтесь, это так же неизбежно, как и то, что завтра на востоке взойдет солнце. На сегодня это все, дорогие друзья. Не забудьте про наш Телеграм. Там интересные публикации и приятное общение с единомышленниками продолжаются постоянно, круглосуточно, без обеда и выходных. Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.